Всем привет! В этом видео покажу, как я делала вот этот декор для торта. Кондитеры уже давно используют в оформлении тортов твисты из рисовой бумаги, и я наконец-то до них добралась. Мне очень понравился этот элемент декора. С ним все просто и быстро, а результат непременно порадует. Также поделюсь лайфхаком, как сделать твисты не такими хрупкими. Друзья, если вы тоже хотите радовать своих близких потрясающими десертами и даже начать печь на заказ, то я хочу порекомендовать вам бесплатный мастер-класс от Полины Филимоновой. На нем вы узнаете, как начать готовить более 35 видов десертов на своей кухне, а также как печь на заказ и зарабатывать на этом. Полина – основатель самой большой кондитерской онлайн-школы в Европе. Через ее обучение прошли более 40 тысяч учеников. Объясняет доступно и понятно, даже для тех, кто ни разу не подходил к духовке. А вот некоторые работы учеников Полины. Не правда ли потрясающие десерты? Я рекомендую вам записаться прямо сейчас. Ссылку на мастер-класс вы найдете в описании под этим видео. Вернемся к моему декору. Для него я взяла вот такую рисовую бумагу. Это бумага для немов. Также подойдет бумага для спринг-роллов. Они почти не отличаются. В составе рисовая мука, мука тапиоки, вода и соль. Вот так выглядят листы. С одной стороны они гладкие, а с другой немного шероховатые. Не слишком хрупкие, их даже можно свернуть в трубочку. Для хвоста павлина понадобится несколько листов, смотря сколько перьев захочется сделать. Каждый лист бумаги я разрезала на 4 части. Я сделаю 10 перьев. Теперь подготовлю красители. Мне нужны будут 3 цвета, поэтому беру 3 стакана с водой. Окрашиваю воду небольшим количеством красителя в зеленый, голубой и фиолетовый цвет. Красители можно использовать любые пищевые. Теперь беру один кусок рисовой бумаги, располагаю его на силиконовом коврике шероховатой стороной вверх и начинаю окрашивание. Рисовую бумагу надо обильно смочить окрашенной водой. В центре наношу голубую воду, вокруг нее зеленую и по краям фиолетовую. Переворачиваю лист на другую сторону и делаю то же самое. Бумага будет закручиваться, но это всего лишь несколько секунд, пока она не намокнет с двух сторон. Жду секунд 10, бумага станет эластичной, мягкой, и теперь можно придать ей нужную форму. Таким же образом делаю все остальные перья. Окрашиваю каждое перо с двух сторон и придаю ему нужную форму. Эти заготовки можно так и оставить до полного высыхания. Это примерно на сутки. Но можно ускорить этот процесс, воспользовавшись обычным феном. Я подсушила перья с одной стороны, пока не исчезнет липкость. Примерно на это уходит 1-2 минуты. Подсушенную бумагу теперь можно переложить более компактно на пергамент и оставить досыхать. У меня этот декор сох 5 часов, но это время будет зависеть от температуры и влажности в помещении. После полного высыхания бумага еще немного изогнется. Вот что у меня получилось. Декор получается полупрозрачным, необычным, воздушным. При больших объемах он почти невесом. Кстати, при необходимости можно сделать этот же декор на шпажке или зубочистке, расположив их между сгибами бумаги перед сушкой. И хочу продемонстрировать хрупкость этого декора. Обращаться с ним надо осторожно. От неловкого движения он не сломается, как шоколад, например, но все же он хрупкий. И этой хрупкости можно избежать. Я экспериментировала и пробовала. Если воду для окрашивания смешать с глицерином, то получится этот декор вот таким. Его форму можно будет немного подкорректировать, можно обращаться с ним смелее и не бояться, что треснет. Но время сушки при добавлении глицерина увеличивается на несколько часов. Пропорция с глицерином такая: 1 столовая ложка воды и половина чайной ложки пищевого глицерина.
Теперь осталось лишь объединить перья в хвост. Фиксировать перья я буду на одном запасном перышке, растопленной шоколадной глазурью. Это же можно сделать с шоколадом. Сначала пристраиваю перья в один ряд, слежу, чтобы глазури у основания было достаточно. Затем присоединяю перья второго ряда. Размещаю их ближе к центру, таким образом первый ряд будет виден из-за второго. На вкус эта бумага нейтральная, не соленая, не сладкая, поэтому по желанию в воду для окрашивания можно добавить сахар. Но даже с сахаром вкусным этот декор не назвать. Он исключительно для красоты, несмотря на то, что полностью съедобный. В центр композиции вставляю зубочистку. Пока глазурь застывает, делаю из мастики тело павлина. Также для декора торта я сделала много маленьких цветочков из белково-масляного крема и заморозила их. Торт у меня покрыт этим же белково-масляным кремом. Устанавливаю хвост павлина на торт. Спереди на крем ставлю павлина. А сзади запасными перьями закрою проступивший шоколад. Подкрасить кондурином хвост стоило до установки. Я пропустила этот момент, поэтому подкрашиваю прямо на торте. К сожалению, имеющегося у меня освещения не совсем хватает для качественной передачи картинки. Вижу, что камера передает темноватым хвост, но в любом случае я осталась довольна результатом. Для меня этот декор новый и интересный. Я вижу в нем новые возможности. Очень хочу научиться делать из него полупрозрачные цветы и обязательно потом поделюсь с вами своими экспериментами. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, поддерживайте мой канал донатами. Всем пока!